Владимир Вольфович, ну вы же фактически вы победили в США, вы это понимаете сейчас? Да, вы понимаете, это же прекрасно. Приятно, что Америка начала правильно голосовать. Сперва они пошли на поводу, давайте афроамериканец. Ну и что он устроил за 8 лет? В крови полмира. Да. И хотели еще, чтобы вместо него пришла такая же безумная бабушка. Американцы одумались вовремя. Взбесившаяся самка. Выигрывает выборы более здравый человек, более опытный. Человек, который никакого вреда Америке и России не принесет. Только польза. Только хардкор. Только польза. Да. Мы на Украине будем иметь подвижки с Крымом, и с Сирией, и с санкциями. Потому что это все в пользу Америки. И какой смысл тратить лишние деньги? Дональд Трамп умеет считать деньги. И он быстро многие спорные вопросы решит в пользу Америки. Одновременно это будет в пользу России и в пользу Европы. То есть всем хорошо. Но посмотрите. А Хиллари Клинтон пускай отдыхает. Да, Владимир Вольфович, но про деньги, если. Там очень большой военный комплекс, да, который требует вложений постоянно. Да. Вы думаете, Трамп их сократит? Вы понимаете, что любой военный комплекс, он в состоянии выпускать гражданскую продукцию. В состоянии, абсолютно. И пока американцы могут заставить покупать это оружие не в зонах конфликта. И вся Африка у них покупала оружие, Латинская Америка, Европа. Поэтому заказы останутся, но постепенно будут сокращаться, и Америка будет выпускать больше гражданской продукции. Это будет всем выгодно. У них швейная промышленность погибла, вот вчера передали. Да, писали, что все погибает. Так правильно, я говорю, что нельзя. Свободная экономика, свободный рынок губит целые страны. Надо нам большевичку возродить. Это наши дурачки. Рынок. Да рынок в Африке выиграет. Там, где люди бесплатно работают. С Китая выиграет. Правильно, там, пусть работает. В нормальной стране рынок уничтожает рабочие места. Это надо регулировать обязательно. Владимир Вольфович, ведь вот никто из наших политологов, да, с нами эксперты выходили на связь, не предсказывали такой исход, намыло их всех. Да, вы видите, какие они слабые. Они все читают Таймс, Вашингтон-Пост. Там Эхо Москвы рулит в Америке. У нас оно проигрывает все. Где эти кандидаты от Эхо Москвы? Все с треском проиграли. И Парнас, и Яблоко, и прочие Навальные. Они никак не могут понять, что это хорошие люди, демократы, но их меньшинство. Их 5%, 10%, максимум 15%. Все. Все остальное консерваторы и патриоты. Вот ЛДПР на чем выигрывает? Мы немного консерваторы, и немного патриоты, и немного за свободы. Но постепенно, чтобы не создавать такую страшную ситуацию, как нам устроили в эпоху Ельцина. То же самое Трамп сегодня делает. Он хочет оздоровления американской экономики и изменение курса внешней политики. Тяжело с таким внешним, Владимир Вольфович, с таким внешним долгом тяжело будет оздоравливать экономику. Там ни один президент. Ничего. Эти долги у всех стран мира. Лучше хорошо жить в долг, чем плохо жить и без долга. В чем мы без долга будем умирать или там страдать? Нет. Давайте тоже делать долги, но жить хорошо. Надо развивать экономику. Вообще мы нужно жить деньги в долг, по принципу. Создаем рабочие места. Всем если мы деньги не берем в долг, рабочие места создаем, и безработные чувствуют себя плохо. Да, все, кому должен, прощай. Лучше по такому принципу. Владимир Вольфович... Я уверен, что мы заменим посла. Нынешний посол США в России должен уехать. Нам нужен другой посол США в России. Точно. Да, это правда. Можно акцию начинать уже у посольства. Владимир Вольфович, когда у нас будет такая интрига на выборах? Вот мне, я, честно говоря, сижу и завидую американцам, потому что у них это зрелище, у них это борьба, а у нас, в общем, все заранее знают. Я согласен, я уверен, что в 2024 году у нас пройдут такие же выборы, когда будет два кандидата, и никто не будет знать все-таки, кто победит. Надо создать две партии. Единая Россия есть и ЛДПР. И коммунистам там 20 мандатов на прокорм, пусть сидят и не вякают. И тогда два кандидата, в 18-м, может быть, не получится, еще рано, но в 24-м обязательно будет две равнозначные команды, и два кандидата. И будет нормально. Я КПСС предлагал это. Я говорю, давайте партию разделим на две части. Социал-демократы, консерваторы. Все есть. Райкомы, деньги, люди. Все. И не надо никакой этой гласности. И эти новые партии. И все было в порядке. Мы пошли по китайскому пути. Но с двумя командами. Не захотели. Ну что получили? Все в канаве в отбросах.
Да, Владимир Мы Вольфович. обязательно к этому придем. Обязательно. Вот вас сравнивают с Трампом, прям говорят, что вот вы похожи, да, по темпераменту, Да. там, по заявлениям Да. тоже, да, и он такие У громкие. нас такие одинаковые избиратели с ним. Да. Вот тот мужчина среднего возраста, вот не всегда очень образованный, но он работает. Он хочет работать, он хочет стабильности. А у Хиллари Клинтон это вот наша «Эхо Москвы», «Новая газета», это ребята хорошие, но Так они... пора закрывать, Владимир Вольфович, пора закрывать. Так- Почему мы терпим это все? Вот, Владимир Вольфович, так, согласен. да, в Вот он 2018... прикроет там многих. Да, в 2017 у нас-то выборы здесь. Как вы думаете, вы же будете баллотироваться? 2018 Да. у нас, в марте. Я и говорю, Еще будете? 1,5 года почти. Обязательно будем. Сколько вы думаете, Нет, вы говорят, наберете? Сколько? Интриги нету. Как нет интриги? Если все пойдут голосовать, 90%, интрига будет. А если на выборы в Госдуму пойдут 48%, тогда сложнее побеждать. А сколько вы себе прогнозируете? Ну так, насколько Не настроить? меньше 20%. Не меньше. 20%. И есть шанс получить 30%. И есть шанс выйти во второй тур. И вот тогда разыграется, как говорится, красивая Да. картина. Спасибо. Спасибо.